Шалом всем! Вот представьте, что случилось пережить какой-то невероятный, просто пиковый духовный опыт. А потом что? Как спуститься с этой вершины обратно в обычную жизнь, в рутину? Вот именно об этом мы и поговорим сегодня. Заглянем в главу Торы Мишпатим и попробуем найти эту удивительную связь между божественным откровением и, казалось бы, совершенно будничными законами. Ну как вам такой вопрос? Звучит, может быть, даже немного странно, правда? Но на самом деле именно он в самом сердце нашего сегодняшнего разбора. Неужели какой-то свод законов, по сути юридический кодекс, может быть настолько же божественным, как, скажем, 10 заповедей? Что ж, давайте разбираться. Чтобы по-настоящему прочувствовать контраст, давайте на секунду отмотаем назад. Вспомним предыдущую главу Итро. Это же абсолютная вершина, пик духовного опыта. Гора Синай в огне, земля сотрясается, и сам голос Всевышнего гремит, даруя 10 заповедей. Просто невероятное событие. И вот буквально сразу после этого космического масштаба события, вместо продолжения о небесных сферах и ангельских хорах, Всевышний вдруг начинает говорить о чем? О бодающихся валах, о возврате долгов. Это, знаете, как будто после какого-то потрясающего духовного ретрита вас окунают в ледяную воду. Переход, очень резкий и, честно говоря, может даже показаться разочаровывающим. И ведь это чувство очень многим знакомо, правда? Вот эта пропасть между чем-то высоким, духовным и нашей с вами повседневной реальностью. Работа, ипотека, счета, бесконечные дела. Как вообще их соединить? Кажется, что никак. Но вот именно здесь, в этом разрыве, и скрывается главный секрет. И поверьте, ответ на этот вопрос действительно меняет все. Так в чем же этот секрет? Как Тора соединяет эти два, казалось бы, несовместимых мира? А секрет, он спрятан в самом первом слове этой главы. Даже не в слове, а в одной единственной маленькой букве. Вот посмотрите на стих. «И вот законы». На иврите это звучит как «веэлле амишпатим». Первое слово «в», которое переводится как «и». Оно передается одной буквой «вав». Казалось бы, союз «и». Что тут такого? Но в нем на самом деле заключена вся суть. Великий комментатор Торы Раши, как настоящий детектив, цепляется за эту деталь. Он спрашивает, а почему глава начинается с союза «и»? Ведь можно было начать и без него, и он дает гениальный ответ. Этот союз «и», эта буква «вав», работает как крюк. Она буквально цепляет все, что идет дальше, к тому, что было сказано раньше. То есть как 10 заповедей были даны на Синае, так и вот эти, казалось бы, скучные гражданские законы даны там же, в тот же момент. Это не два разных откровения, это одно неразрывное целое. Смотрите, мы ведь постоянно делим свою жизнь. Вот тут у меня духовная, молитва, шаббат, какие-то высокие мысли, а вот тут светская, обычная, работа, налоги, бытовые дела. Так вот, Тора говорит, забудьте об этом делении. В словаре Всевышнего не слово светское. Божественное должно пронизывать абсолютно все. Почему? А потому что божественное присутствие шхина просто не может пребывать там, где нет справедливости. Справедливое общество — это как сосуд. Только в такой сосуд может быть излита святость. И вот эта фраза, по-моему, просто гениально все подытоживает. Если вера никак не влияет на то, как человек ведет себя, скажем, в автомобильной пробке, то это, простите, не вера. Это просто такое религиозное хобби. Настоящая святость — это не то, что мы чувствуем в синагоге или во время праздника. Это то, как мы поступаем в офисе, дома, именно в этой самой пробке. Вот там-то вера и проходит свою главную проверку. Хорошо, скажете вы, это все звучит красиво. Но как какие-то древние законы про волов и ослов могут быть актуальны для нас сегодня, в мире гаджетов, интернета и огромных городов? А давайте посмотрим на очень конкретном примере. Это поразительно. Итак, вот древний закон. Если кто-то выкопал яму, и в нее упал вол или осел, хозяин ямы должен возместить ущерб. Кажется, к нам это не имеет отношения. Но мудрецы, такие как великий Рамбам, объясняют, Тора говорит не просто о яме. Яма — это символ. Это любая опасность, любой потенциальный вред, который мы создаем в мире своими действиями или даже бездействием. То есть это вечный принцип ответственности, просто упакованный в реалии того времени. А теперь давайте перенесем это в наш 21 век. Какие ямы мы копаем сегодня? Да вот же они. Непроверенная информация в соцсетях, которая может разрушить чью-то репутацию — это яма. Токсичная атмосфера в коллективе, которую мы создаем злой шуткой или просто своим молчанием — это тоже яма. Ездить на машине с неисправными тормозами — яма.
ни сказать покупателю о скрытом дефекте товара — огромная яма. И закон Торы говорит, мы несем за это прямую ответственность. И вот эта идея ответственности, этот призыв к действию подводит нас к еще одному, пожалуй, самому контринтуитивному и в то же время фундаментальному принципу, который дается в этой главе. Готовьтесь, он переворачивает все с ног на голову. Сначала действие и только потом понимание. Вспомним снова момент у горы Синай. Весь народ Израиля в один голос произносит абсолютно поразительную фразу «Наасева нишма», буквальный перевод «сделаем и услышим». Только вдумайтесь в этот порядок. Не сначала мы выслушаем, поймем, а потом, может быть, сделаем. Нет, мы сделаем и потом услышим, то есть поймем. Это же просто два совершенно разных подхода к жизни. Наш привычный западный склад ума говорит: сначала объясни мне все до мелочей, убеди меня, докажи. И вот тогда, может быть, я что-то сделаю. А мышление царства, о котором говорит Тора, совершенно иное. Я начну действовать, я доверюсь. И именно через само действие ко мне придет настоящее глубокое понимание. И это не про слепую веру. Это про то, что некоторые вещи невозможно понять теоретически, сидя на диване. Понимание рождается только изнутри опыта. И вот он, ключевой момент всего нашего разбора. Если кто-то жаждет снова пережить тот самый огонь Синая, то не нужно искать каких-то мистических видений или новых откровений. Путь к этому огню гораздо проще и одновременно сложнее. Нужно просто открыть главу Мишпатим и начать применять эти стандарты справедливости в своей собственной самой обычной жизни, в мелочах. Вот это и есть настоящий путь. И теперь мы подходим к кульминации. Куда же в итоге приводит этот путь, вымощенный, казалось бы, скучными законами о долгах, валах и ямах? Ответ просто ошеломляет. Сама траектория этой главы — это нечто невероятное. Смотрите, мы начинаем буквально с самого низа, с фундамента общества. Законы о рабах, о возмещении ущерба, о соседских отношениях. То есть с самой пыльной дороги жизни. А куда мы приходим в конце главы? К видению самого престола славы Всевышнего, с земли прямо к небесам. Вы только подумайте, как это переворачивает все наше представление о духовности. Получается, что наша самая главная литургия — это вовремя вернуть долг. Наше лучшее жертвоприношение — это проявить терпение коллеге, который нас раздражает. Наше настоящее поклонение — это честность в делах. А самая великая жертва — это сдержать гнев в глупом споре из-за парковки. Каждый такой маленький этический выбор становится актом священного служения. И вот она, награда за этот путь. Путь справедливости и ответственности, который начался с самых приземленных вещей, приводит старейшин Израиля прямо к созерцанию божественной славы. Они видят то, что описано в этом стихе. Нечто подобное работе из чистого сапфира, ясное, как само небо. Они видят основание престола Всевышнего. Это значит, что мы с вами прямо здесь и сейчас, своими маленькими, ежедневными, часто незаметными для других решениями, строим основание для Царства Небесного на земле. Каждый раз, когда мы сдерживаем свой язык, проявляем честность там, где можно было бы схитрить, заботимся о ком-то, мы буквально закладываем очередной сапфировый кирпичик в основании этого самого престола. Поэтому в следующий раз, когда придется платить по счетам, стоять в пробке или решать какой-то нудный бытовой вопрос, стоит вспомнить об этом. Это не просто рутина. Это священное действие. Это наш шанс построить что-то вечное. И главный вопрос, который стоит себе задать, не в том, строим ли мы что-то своими поступками. Мы строим всегда. Вопрос в том, что именно мы строим сегодня. Основание этого сапфирового престола или, наоборот, то, что мешает ему проявиться в этом мире.